Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня приготовим холодец. Холодец, который готовили моя прабабушка, бабушка, мама, а теперь готовлю его я. Приступаем. Для того, чтобы приготовить такой холодец, нам понадобится курочка домашняя, рулька свиная, копытца, вот такая мясистая у нас рулька, и куриные лапки. Все почищено хорошо, все промыто, а куриные лапки в конце еще обработаны содой. Кастрюлю на стол. Вот такая большая кастрюля нам понадобится. Теперь мы все мясо сложим в кастрюлю. Вниз ложим рульку, она у нас самая кровавая. Копытца, курочку ложим, чтобы зашло в брюшко ей. И высыпаем куриные лапки. Все будем заливать водой. Будет она у нас стоять часов 6-8 в прохладном месте обязательно. Вот так заливаю водой все. Если вдруг мясо очень кровавое, воду нужно будет менять 2-3 раза в течение 6-8 часов. Вот так, чтобы покрыло мясо водой. И выставляю его в прохладное место у меня на веранде. Прошло 8 часов. Мясо наше вымочилось. Теперь приступим к закладке холодца. Нам для этого понадобятся такие специи, как горошек, штук 30 черный, лавровый лист, штук 5-6, перчик душистый, штук 8-10, морковка почищенная, 4 штучки, 2 луковицы больших и 3 головки чеснока. Приступаем к закладке в кастрюлю мяса. Мясо с косточкой ложим обязательно на низ, чтобы оно хорошо проварилось. Выкладываем, стараемся выложить плотненько. Курицу я не разрезаю, ложу целую. Это, пожалуй, вот так вот лучше. Копытца вниз. И сверху засыпаем лапками. Готово. Теперь можно залить все водой. И кастрюлю на огонь. Холодец наш будет вариться часов 6-7. А как проверить, что он сварился? Это когда мясо будет отделяться от кости. Заливаем так, чтобы покрыла вода мяса. Я думаю, этого будет достаточно. Бульон доходит до кипения. Появилась пена на нем. Ее нужно собрать очень-очень тщательно. У меня такое ситечко удобное. Я вот так вот продавливаю и собираю пену. Пену собираем для того, чтобы бульон был прозрачный, не мутный. Нельзя упустить момента, когда он закипит, и тогда пену мы не сможем собрать. Пену собирать будем несколько этапов. Первый этап, потом еще чуть-чуть появится обратно пена. Ее опять нужно будет собрать. Будет появляться и появляться. Пена наша снята. Теперь нам необходимо подсолить холодец наш. Если холодец будет недосоленный, это хуже. Его нужно все время пробовать. Я ложу 2 ложки соли. Холодец должен быть чуть-чуть пересоленный.
горячем виде. Когда он остынет, он будет в самый раз. А если холодец будет вроде как на соль хороший, а когда остынет, он будет недосоленный. Поэтому пробуем. Сейчас посолили и посолим уже где-то за час, за полтора, когда он будет уже готовый у нас. Закладываем лук. Закладываем лук в кожуре. Для чего? Чтобы он дал нам цвет и аромат золотистого такого, бульон будет цвета. Также ложим морковку. У меня 4 штучки, я их распределяю. Проталкиваем. Выставляем еще на самый-самый медленный огонь, для того, чтобы он у нас томился. И закрываем крышкой. Прошло 2 часа, и пришло время засыпать специи. Душистый перчик, горький черный перчик. Распределяем. Лаврушечка. И оставляем вариться еще на 2-2,5 часа. Холодец наш сварился. Имеет красивый золотистый цвет благодаря луку со шкуркой и морковке. Они придали ему не только аромат, но и красивый цвет. Курицу, я вам уже говорила, что я ее вытащу. Я ее вытаскивала за 2 часа до окончания холодца, для того, чтобы она не разварилась. Затем, когда холодец был уже сварен, я ее опустила обратно в горячий бульон, чтобы она не обветрилась и напиталась от сока бульонного. Сейчас мы достаем курочку нашу. Аккуратненько, чтобы не соскочила. Немножечко пусть течет. Вот так вот. Вот такая у нас неразваренная получилась курочка. Достаем морковку. Морковку можно использовать как украшение, а можно и не использовать. Это по желанию. Теперь я хочу достать куриные лапки. Куриные лапки мы в холодец ложить не будем. Они отдали свой желатин, все свои полезные свойства. Мы их оставим для котика. Он у нас очень любит лапки, залитые бульончиком с холодца. Бульон у нас уже остыл немножко. Мы туда бросать будем чеснок, для того, чтобы он настоялся. И процеживая уже, когда разложим мясо, в судочки, будем процеживать уже с ароматом чесночка. Я хочу повториться, что куриных лапок у меня было 1,5 килограмма, целая курица 800 килограмм, рулька на 2 килограмма. Вот такой вот у меня мясная заготовка была. Так, ну, пожалуй, все. Вытаскиваем сразу ножку свиную. Вот она у нас хорошо разварилась. Отделяется от кости. Вон кость. Так. Кусочки от рульки. Так. И сама рулька. Вот сейчас мы их вот так вот. Это мы уже отошли от кости. Вот так. И вот наша рулька. Тяжелая. Опа! Достаем, что отвалилось. Так, вот и все. Теперь нам нужно сюда добавить чесночок и поставить на подогрев бульон. Размешиваем и ставим бульон на подогрев, чтобы ароматы
масла чесночка отдали в бульон все свои свойства. Начинаем разбирать мясо. Пока будем разбирать мясо, чесночок, который я выложила в бульон, будет настаиваться. Я попробовала на соль, не досаливаю, потому что я угадала с солью. Вы же, пожалуйста, кто сомневается, пробуйте соль, подсаливайте. Но есть одно правило. Бульон горячий должен быть соленее, а когда остынет, соль придет в норму. Разбираю я всегда руками. Я должна чувствовать мясо, чтобы не остались никакие косточки. Мясо еще даже горяченькое. Ну ничего, руки терпят. Вот так вот. Перебираем все. Даже если где-то горошек попадется, ничего страшного. Горошек не косточка, на зубах не треснет. Так. Вот такой вот аромат изумительный. Пока еще даже чеснока нет, а пахнет. Вот у нас лапка. А лапки наш котик покушает с удовольствием. Да еще такие ароматные, разваристые. Вот все косточки, особенно в копытце, надо тщательно выбрать. Их очень много. Так. Прощупываем. Руками все бабушки мои, да и вообще изначально перчаток никаких не было. Все делалось руками. Через руки, через биотоки, через положительную энергию все идет в пищу, а потом мы ее кушаем с этой энергией. Ну вот, здесь все у нас. Теперь выкладываем курочку. Курочку я буду сюда тоже, только немножечко вот так. Не разварилась. Замечательно. Мясо будет у нее такое непереваренное. Что, мои дорогие подписчики и гости, пожалуйста, ставьте лайки, готовьте, пробуйте. Хороший рецепт, не пожалеете. А мы всегда будем стараться приготовить то, что вам хочется. А мы будем стараться для вас. Ну вот, курицу я закончила перебирать. Сейчас будем разлаживать по судочкам. Подходим к завершающим этапам приготовления нашего холодца. Нам необходимо будет разложить порционно мясо, белая курица и красное мяско. Это наша свининка. Нам понадобится еще морковка, которую я вытащила с кастрюли вареную. По желанию можете ложить, а я украшу некоторые судочки холодца. Начинаем. Я мясо поотделяла, поразделяла их на такие вот длинненькие, коротенькие, всякие есть полосочки. Перемешала все, чтобы было равномерно. И теперь вот так вот удобно будет в каждую мисочку, в каждый судочек выкладывать наше мяско. Вот так вот. Чтобы везде хватило. Сначала понемножечку, вот, а потом уже добавляем. Где-то больше положили, уберем, в другой переложим, где не хватает. И вот так вот распределяем по всем судочкам, чтобы мяско было равномерно. Вот так. Вот так быстренько. Вот так. Все равно где-то меньше, где-то больше, ну, плюс-минус. Практически получилось
одинаково. Так, теперь курица. Курицу точно так же я разделила на полосочки, на такие. И не мелкие, и не крупные, но довольно-таки, чтобы они ощущали, что это все-таки кусочки мяса. Вот так. Вот так. Бульон наш настоялся с чесночком. И следующий, завершающий этап, уже будем заливать бульоном. Бульона довольно-таки получилось много. Только бы хватило. Завершающий этап. Положим для украшения немножко морковки. Много не надо, буквально 3-4. Кружалка морковочки. Вот так вот. И оно будет повеселей. Будет наш холодец с этими оранжевыми солнышками. Затем нужно будет вот так уже разложить, растянуть по судочку мяско. Вот так растягиваем, чтобы равномерно лежало мясо по судочку. И вот так вот управляем, растягиваем, чтобы оно не было горбылем таким. Ой, а сюда забыла. Так. Вот, пожалуй, и все. Наступил завершающий наш этап, самый приятный. Нам нужно будет бульон распределить по всем судочкам. Бульон у нас такой золотистый, красивый получился. Будем распределять по одному аполлонечку, по два, для того, чтобы было равномерно жидкости во всех судочках. Итак, поехали. Приятно будет поставить на стол такую красоту и вкуснятину. Аромат стоит бесподобный. Чесночок пахнет в меру. Мяско пахнет. Готовьте с удовольствием. Пишите, ставьте лайки, заказывайте, что бы вы хотели, чтобы мы вам приготовили. Вкусная натуральная еда – это ведь так здорово, это ведь так полезно. Так что готовьте и радуйте своих близких, знакомых, друзей. Приглашайте в гости на праздники. Ведь холодец – это праздничное блюдо. Давайте посмотрим, какой он у нас получился. Вы посмотрите, прозрачный, светлый, застыл. И все благодаря лапкам куриным. Благодаря куриным лапкам мы не использовали желатин, синтетику. Поэтому мы сейчас с вами его попробуем. Я даже в прозрачную налила, для того, чтобы можно видно было, какой он прозрачный. Посмотрите. И застыл он очень быстро. Ну что, пробуем? Да, и еще. К холодцу обязательно хрон или горчичка. Я, например, люблю с хроном. Ну что, пробуем. Смотрите, как режется. Изумительно. Вот так вот. Ух ты, развалила немножечко. Ну ничего, зато покажу, какой он внутри. Посмотрите. Так. И обязательно сейчас открою хрон. Я люблю с хроном.
Пробуем. Запах. Соль в меру. Недосола нет, пересола нет. А с хроном чего не хватает? Ну, конечно, хлеба. Очень вкусно. Дорогие подписчики и гости нашего канала, ставьте лайки, подписывайтесь, готовьте, не ленитесь. Ведь домашние продукты – это самое лучшее, чтобы порадовать своих родных и близких. Всем добра! Пока!